только начало, потому что в этот момент Минки повернулся, улыбнулся и начал махать ей в ответ. И во время концерта они пару раз друг другу помахали. Это было очень смешно. И у меня в голове две мысли. Что, блин? И вторая... Привет, ребята, с вами Карина и Марина. И вы находитесь на Monokyan Twins TV. Погнали! Сегодня у нас очень необычное видео, потому что в коем-то веке Monokyan Twins решили снять разговорное видео, где мы поделимся своими впечатлениями от посещения одного волшебного концерта. Если вы подписаны на нас довольно давно, то вы знаете, что мы с сестрой увлекаемся корейской музыкой, и мы так подумали, если не мы летим в Корею, то когда-то Корея должна прилететь к нам. И мы не прогадали, потому что наша любимая корейская группа ATEEZ приехала в Россию. И да, черт возьми, нам удалось побывать на этом концерте, и это воскресенье мы не забудем никогда. Концерт группы проходил у нас вот здесь, в Москве. И самым крутым началом этого дня было то, что как только мы подошли к очереди, люди тут же стали нас узнавать. На самом деле для нас это было очень необычно, потому что нас узнавали буквально на каждом шагу. То есть получается у нашей любимой группы и у нас поклонники. Так вот, хотим поблагодарить вас за вашу поддержку. Это было нереально приятно, когда вы к нам подходили. Даже фоткались те, кто нас не знал. Да, кстати. Тем не менее, нас это очень-очень зарядило. Скажем так, мы никогда не видели настолько организованного концерта. Мы побывали на кучу концертов, но именно здесь не было ни давки, фанаты друг друга не били. Знаете, как зашла адекватная толпа в зал, так она и адекватно и вышла. И не можем не поблагодарить My Music Taste за организацию такого офигенного концерта. Потому что именно эта платформа организовывает концерты различных зарубежных артистов по всему миру. Поэтому, если вы хотите увидеть свою любимую группу или музыканта у себя в городе, просто кидайте заявку на этом сайте. И тогда очень возможно My Music Taste исполнит вашу мечту. Начинается концерт. Темнеет в зале, везде врубается свет, и на экране включается огромное интро. И в этот момент мы испытали очень странное ощущение, будто, знаете, наш телефон взломали, и все это отобразили на экране. И весь зал пялится в твой телефон. Очень странное ощущение, но, блин, это, наверное, самая крутая часть любого концерта. Когда ты уже в предвкушении самих гостей. Знаете, на концерты мы в основном идем как музыканты и всегда наблюдаем за артистами, берем какие-нибудь фишки и записываем к себе в телефон. И на этом концерте наши заметки в телефоне пополнились вот настолько. Потому что в первую очередь, помимо профессионализма, нам понравилось отношение артистов к своим зрителям. Но об этом попозже. Да, ладно, мы пришли с настроем, что будем наблюдать за ними как какие-то профессионалы, брать что-то на заметку. Но черт возьми, как только они вышли на сцену, у нас режим моментально переключился на фанатизм. Да и самое крутое, то, что нас прям не разочаровало, это то, что они в жизни ровно такие же, как и на фото. Это редкий случай, когда артист совпадает со своей фотографией. Вот когда вы идете на концерт, что вы делаете? Конечно же, пялитесь в свой смартфон. Но мы на этом концерте пялились не в смартфон. Потому что нам впервые хотелось наслаждаться моментом здесь и сейчас и смотреть на артиста вот так, а не вот так. Но материал нам был нужен для этого видео, поэтому, ребята, все для вас. Мы все отсняли. Ну и мы были очень сильно поражены тем, как они на 100, на 200% отдавались зрителю. То есть они танцевали без остановки 3 песни, потом еще у них был минутный брейк на разговор и снова танцы. Такого мы еще не видели. Тут ребята, которые совсем недавно дебютировали, почти 3 часа без остановки танцевали на сцене. Еще при этом не забывали петь, улыбаться, показывать какие-то выражения лица, подмигивать. Да, нам они подмигивали, они делали все на сцене. В общем, в этом плане они большие молодцы. То есть это первая группа из Кореи, на концерте которой нам удалось побывать. Именно так они уже поставили высокую планку всей корейской индустрии. Что нас добило, это когда ребята начали исполнять, знаете, какую песню? «Миллион алых роз». В этот момент весь зал просто подпевал в унисон, все подняли свои смартфоны, вот тут действительно надо было все отснять. Мне кажется, даже они сами были удивлены, что все зрители прям схватили эту песню и просто допели. Миллион, миллион, миллион. Просто в том, что это зарубежный артист, который поет известную всем в другой стране песню на ее родном языке. Это прям очень цепляет. И это, кстати, мы тоже взяли на заметку обязательно.
И по поводу русского языка, нам очень понравилось, как один из участников, Юно, разговаривал по-русски. Как он рассказал, он давно еще выучил слово «здравствуйте». То есть тогда, когда они стажировались. И дело в том, что он специально учил это слово, что потом уже, когда он будет выступать в России, он его использует. А теперь мы давай подумаем, почему мы знаем слово «аньосео» или «камсамида». Марина Павло. Что? И, кстати, на этот концерт мы с Марой пришли не одни. С нами была мама, которая была на связи по телефону. И мы ей скидывали все, что происходило на сцене. Потому что у нас уникальная мама, она тоже увлекается кей-поп, и ей все всегда интересно. А больше всего она заценила танец участника Сонвы по детскую песню, который был совсем не детским танцем. Ну, то есть вы понимаете, да? Вы бы видели наши лица, когда заиграла наша любимая песня, ребята. Нам, честно говоря, с Марой хотелось просто взять и выбежать на сцену. Light. No, you come to my shine. Umlugaci on July. 발마른 속 서로를 보는 사이. 서로 보라 반투가 하늘만을 거치가 그 안에서 우리 빛나는. О! Два голоса просто с первого раза. Чистая импровизация, ребят. И блин, о май гад, мы не можем не сказать об этом. Знаете, немного предыстории. Когда я увидела группу ATEEZ, когда мы с ними познакомились, первым делом я увидела одного участника, это был Минги. Я взяла его и заскринила и сказала Маре: Мар, не трогай, он мой. Я сразу поняла, типа, хорошо, сестра, будь как ты сказала. Так вот, я его заскринила и забыла про этот скрин. И кто бы мог подумать, что через пару месяцев из всех 7 миллиардов людей на планете передо мной на расстоянии одной руки будет стоять этот самый Минги. Это было, ну, очень смешно, потому что то, что происходило со стороны, то, что я наблюдала, это было очень забавно. Карина все время снимала Минги и остальных участников, и знаете, я поворачиваюсь, и я замечаю, как она достает руку и начинает махать Минги. Я вообще не свойственно как бы махать мальчикам. Это только начало, потому что в этот момент Минги повернулся, улыбнулся и начал махать ей в ответ. И во время концерта они пару раз друг другу помахали. Это было очень смешно. То есть вы понимаете, когда мы вернулись домой, я просто открыла галерею, начала листать и дошла до того самого скрина, где был Минги. А я до этого еще не знала, кто это, как его зовут. И я смотрю на скрин, смотрю на видео, которое я сняла на концерт, и понимаю, что, блин, все возможно. Кстати, сейчас мы покажем пару отрывков, где они смотрели прямо на нашу камеру. В основном это был Джанхо и Минги. Кто-то называет Чанхо, кто-то Джанхо, мы Джанхо. Поэтому смотрите. И самое-самое-самое интересное это то, что как только они вышли, как только мы их увидели, нас с сестрой не покидало чувство, что это наша не последняя встреча. Как вы понимаете, когда они вышли и мы их увидели, у нас было такое ощущение, будто мы с ними давно лично знакомы, просто не общались какое-то время. Это очень странно. И потом, когда мы уходили, мы повернулись в сторону выхода, меня тут хватает за руку сестра, останавливает и говорит: Марин, это же стыдно, мы с ними даже не обнялись на прощание. И у меня в голове две мысли. Что, блин? И вторая: черт, да! И это чувство нас до сих пор не отпускает. Просто запомните наши слова, это видео останется навсегда у нас на канале. И тогда вы увидите, что мы все-таки были правы, наши чувства нам не врут. У нас сейчас вообще нет никаких шансов их встретить, мы с ними никак не связаны. Поэтому это все именно на уровне ощущений. Так что, мальчики, если вы смотрите это видео, аньосайо саранэн, как там делается. Мы должны были это сделать хотя бы сегодня. И что мы хотим сказать, что именно этот концерт, этот день нас очень сильно вдохновил, поменял немного наше мышление, ну как немного, глобально изменил наше мышление. И все самые прикольные, крутые моменты мы, конечно же, взяли себе на заметку для уже своих сольных концертов. Поэтому, ребят, мы приехали в Москву не просто так, мы сейчас пишем песни, вы прекрасно об этом знаете, следите за нами. Спасибо замечательной группе ATEEZ за то, что приехала в Москву и подарила море впечатлений своим фанатам и нам. Это просто незабываемый день. Будем ждать нашей следующей встречи. Будем притягивать вселенной. Но она же притянула Минги. Почему мы не можем притянуть это? Ну, если я это сделала, так возможно все. Все, окей. Так
что, друзья, нам очень приятно, что вы дослушали наши впечатления о посещении концерта нашей любимой группы. Надеемся, вы нашли немного какой-то вдохновляющей информации. Поэтому будем очень рады вашей поддержке, хотя бы лайком под этим видео. И обязательно пишите в комментарии, на каких концертах вы были, а на каких вы очень хотите побывать. И не забывайте подписываться на наш канал. Иначе как вы вообще будете видеть наши видео? А для музыкальных видео у нас есть Инстаграм. Там у нас выходят каверы, фотографии, каждый день сторис. Причем совместные каверы. Да, совместные каверы. С известными вам уже ребятами в Инстаграме. Поэтому вам будет очень интересно взглянуть. И знаете всегда, что мы вас любим! 너에게